Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события сегодня грядут, какие ожидаются движения по доллару, нефти, евро, золоту, рублю и другим активам. И подумаем, попытаемся понять, что сегодня нас ожидает. Так, если рассматривать календарь событий, то на сегодня вроде бы никаких существенных событий в мировом масштабе пока не предвидится. Ну, не считая запасы сырой нефти 17.30 и решение Банка Канады по процентной ставке, что для нас не столь критично. Но сегодня по России будет масса событий, которые могут вызвать, ну, как минимум, высокую волатильность и как максимум могут вызвать обвал рынка и обвал рубля. Первое – это выступление президента, оно по традиции обычно начинается в 12. Здесь может что-то произойти с рублем. Но опять же, здесь с учетом текущей диспозиции ситуация может противоречиво развиваться. Конечно, с наибольшей степенью вероятности будут такие заявления, которые вызовут ослабление рубля и снижение российского фондового рынка. Это наиболее вероятный сценарий, потому что, скорее всего, реакция здесь будет предопределена. Ну и вечером там запланированы различные акции. И, соответственно, это тоже может очень существенно и негативно повлиять на курс рубля и на российский фондовый рынок. Соответственно, такой тандем, он может быть весьма губителен. Вот. Но есть, конечно, вероятность того, что на выступлении будут сказаны слова, которые, наоборот, развернут ситуацию в благоприятную сторону. Вот. Но такая вероятность, я считаю, очень невелика. Судя по динамике развития процесса, я бы даже сказал, она пренебрежимо мала, и, скорее всего, прозвучат заявления, которые приведут к ослаблению рубля и к просадке российского фондового рынка. Так, ну давайте посмотрим новости. Вот Финанс пишет, что накануне выступления пропали данные о доходах россиян с Росстата. Ничего здесь не могу сказать. Может быть, оно действительно так и есть, а может быть, Финанс просто краски сгущает, такое за ним тоже наблюдается. Так, ну и давайте по мировым новостям. Китайский лидер согласился встретиться с Байденом на мировом экологическом, климатическом саммите. Это позитивный момент, потому что всегда, когда начинаются переговоры, это в большинстве случаев предшествует тому, что ситуация несколько разряжается. Так, далее, по поводу так называемого Digital Yuan. Китай вводит юань, чтобы оказывать большее влияние на тех, кто сотрудничает с Америкой и участвует в антикитайских санкциях. Ну, здесь на самом деле Америку открывать нечего, это вполне очевидно, что все центробанки, они вводят цифровые валюты для того, чтобы контролировать лучше все, что происходит с национальной валютой и сильнее оказывать влияние на денежный обмен, на движение денежных средств. Здесь есть только два момента негативных. Первый момент негативный связан действительно с тем, что все транзакции, они фактически будут уже напрямую протекать через центробанки, там через китайский, через российский, через американский ФРС. И есть еще один момент, который связан с тем, что классические банки, они становятся все менее и менее нужны. То есть они будут постепенно сходить на нет, и финансовое обслуживание, которое происходит, оно, если будет происходить не через ЦБ, а через какие-то фронт-офисы, оно будет делегироваться хай-тек компаниям типа Google, Amazon, ну и в России, наверное, это будет Сбербанк и, наверное, Яндекс. Вот. И поэтому в ближайшие годы нас ждет существенная трансформация вообще всех процессов, в том числе и оплаты. Так, ну вот еще также информация о том, что идет сокращение в позициях фьючерсах на биткоин. Это, собственно говоря, привело к тому, что он проседает и может вызвать еще более существенную просадку. Сейчас по биткоину мы посмотрим, что происходит. Так, друзья, давайте позиции по фьючерсам глянем. Так, РТС, ну здесь ставка на просадку РТС, но она, однако, не такая большая, не такая сильная. А вот Сбербанк, как ни парадоксально, здесь по фьючерсу ставка на отскок. Газпром, здесь также ставка на рост, по Газпрому не ожидают сегодня негатива. Но обращаю внимание, это, как правило, работает в течение первой половины дня, дальше ситуация может кардинально меняться. Так, вот
по рубль-доллар интересная ситуация. Здесь ставка на консолидацию, на то, что не будет резких движений ни вверх, ни вниз. Ну, с учетом того количества событий, которые по России сегодня грядут, наверное, как бы это все-таки только начало. Потом будет, я так предполагаю, ощутимое движение. И, возможно, здесь просто никто не решается сделать ставку на то, каким образом это будет развиваться. Но я так предполагаю, что эти события они приведут к ослаблению рубля. Евро-рубль, а здесь, как ни парадоксально, ставка на укрепление рубля к евро. Нефть. Здесь ставка на небольшой коррекционный откат. Так, ну по золоту вообще какая-то непонятная ситуация. А по серебру больше факторов на то, что серебро сегодня будет расти. Так, ну давайте перейдем к графикам по Китаю. Китайский фондовый индекс сегодня растет. Ну, по-видимому, это связано с тем, что грядет встреча между американским президентом и китайским лидером. Так, друзья, далее NASDAQ. Вчера ситуация была очень интересная, потому что, несмотря на то, что назрел разворот, и по сути здесь в любой момент может произойти откат на 13 250, возможно даже на 13 тысяч. Вчерашнее закрытие, оно указало на то, что сегодня вот эта негативная тенденция на снижение, она может быть сломлена. То есть, если не будет продолжения банкета в виде пробития 13 700, то он, скорее всего, будет пытаться закрепиться вот здесь, в этом диапазоне. Так, индекс волатильности. Вчера он закрылся в 18,7. Опять же, эта ситуация на пределе. Ну, здесь по аналогии с NASDAQ. То есть, NASDAQ не пробил ключевой уровень, который бы говорил о том, что он сыпанется. А VIX остановился как раз на водораздельном значении. Здесь, если сегодня будет пробитие и закрепление на 20, то весьма вероятно, что это движение оно не остановится только 20 и пойдет выше уже сегодня, либо в ближайшие дни. Вот. Возвращаясь к тому, что происходит на российском фондовом рынке и касательно курса рубля, ну смотрите, VIX начал расти. Тут как бы по-любому, независимо от политики, от каких-то внутренних событий, VIX оказывает влияние на все рынки. Они все начинают, то есть это взаимосвязано. Если разворот по VIX, рынки будут проседать либо обваливаться. Вот. Вопрос только в том, какова роль России в этом движении. Я все-таки надеюсь, это мировой экономический процесс, который постоянно то раскручивается, то сжимается, а это никак не связано с грядущим посланием президента. Так, друзья, ну вот индекс доллара, тоже дневной график, попытка разворота, потому что ЕЦБ не столь определенен в своих заявлениях, как ФРС, и поэтому не до конца ясно, какая будет политика у ЕЦБ по факту того, как в Европе будет ну, либо минимизирована, либо побеждена эпидемия. Вот. Поскольку четких сигналов от ЕЦБ на этот счет сейчас нету, соответственно, вот здесь возможны различные варианты. Но на самом деле, если пробития в ближайшее время 91,5 и закрепления не будет, то я думаю, с большей степенью вероятности продолжится движение вниз на ослабление доллара. Ну и в общем-то многие западные аналитики, которые достаточно с высокой степенью вероятности определяют движение в валютных парах, они как раз сделали прогноз, что в мае мы увидим значительное укрепление евро. Я не был бы столь однозначен. Вот с моей точки зрения, вот сейчас повторное пробитие, взятие этого рубежа, ну оно как у рубля доллар 77.35 приблизительно, вот здесь равнозначимое такое. Только, наверное, 77.35 оно даже более существенное влияние оказывает. И поэтому, если вот это пробитие не происходит сегодня, то и в течение этой недели, то весьма вероятно по евро будет укрепление к доллару. Так, дальше SFD на фьючерс S&P. Здесь ситуация также попытка сходить вниз, но на самом деле пока эта попытка не реализована. 4080 ключевой уровень, если будет пробит, то может пойти очень сильное движение вниз. Пока даже это движение идет на более высоких уровнях в районе 4120, и соответственно здесь высока вероятность того, что это все перерастет в консолидацию и будет движение здесь в боковике.
Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Ну, по золоту, золото оно продолжает пытаться вырасти и восстановить те позиции, которые у нее были. Ну, смотрите, здесь у нас четко двойное дно. Соответственно, по золоту цель движения находится в районе 1821-1824. И таким образом вот эта модель, она будет полностью закрыта. Но, разумеется, это движение прямо сегодня, прямо сейчас не произойдет. То есть оно, скорее всего, будет постепенно, тихим сапом двигаться. Так, ну вот биткоин. По биткоину ситуация достаточно интересная, потому что с одной стороны поступает информация о сокращении позиций во фьючерсах, с другой стороны, но он очень сильно вырос, и здесь по-любому нужен коррекционный откат, но здесь этот коррекционный откат, с моей точки зрения, он скорее всего захлебнулся, потому что ключевые уровни пробиты не были, было только покалывание, ложный пробой, после этого все выкупили. И в связи с этим, если не развивается дальнейшее тестирование и пробой 52 тысячи, нас ждет набор позиций и движение наверх. Если рассматривать часовик, то у нас здесь в ближайшее время, если не будет сегодня пробития 54 640-620, сейчас здесь формируется отскок, и цель этого отскока движение тестирование 57 650 и в случае пробития движения на 60 400. Так, друзья, далее нефть, бренд, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, ситуация на самом деле, по крайней мере на текущий момент, не такая страшная. Вчера закрылись над сильным уровнем 66.25, и сегодня сейчас идет попытка откупить нефть и, соответственно, сформировать отсюда движение на 67.2. Переходя к часовику, как раз вот здесь видно, что страсти кипят. Но эти страсти в ближайшее время с высокой степенью вероятности приведут к тому, что он будет пытаться закрепиться выше сильного уровня 66.25. И если в ближайшие часы такое закрепление будет, то сегодня у нас цель движения 67.4. Вот сюда вот. Если мы все-таки пробиваем значение 65.8, 65.5, вот этот диапазон, то следующая цель движения находится на 63-62,5. Сегодня данные по запасам нефти, и поэтому наиболее логично в ожидании этих запасов консолидироваться вот в этом диапазоне 65,9-66,5. Ну и касательно ближайших часов, если сейчас вот в течение нескольких часов не будет пробития 65,7, то более вероятно, что нефть попытается сходить, потестить в обед 66,5. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, сегодня у нас с небольшим ростом было открытие. Сейчас рубль укрепляется к доллару. Позиции юриков указывают на то, что ожидание полная неопределенность. Вот. Но здесь ситуация обычно какая? В ожидании речи президента рубль укрепляется. Вот. Но учитывая драматичность сегодняшнего дня и сегодняшней ситуации, здесь в большей степени возможно какой-то боковик в диапазоне 76,5-76,95, вот здесь вот. И по факту, когда начнется послание, здесь возможны варианты. Ну, смотрите, здесь все-таки, я думаю, больше вероятность того, что когда послание будет происходить и в дальнейшем события, которые будут развиваться, они приведут к движению на 77.35, его тестирование и пробой. Есть, конечно, вероятность того, что послание приведет к укреплению рубля и к движению на 76.2. Но учитывая другие обстоятельства сегодняшней ситуации, мне кажется, такое движение, оно менее вероятно. Так, ну и по часовику у нас консолидация в диапазоне 77.1, 76.7. Здесь сейчас ситуация характеризуется как неопределенная, но на самом деле в ожидании послания было бы логично вот и потусить в этой поджатой консолидации до 12 часов, а там напрашивается вариант с выходом на 77.35. Опять же, обращаю внимание, движение вниз в случае пробития 76.6, оно также вполне может произойти, но с учетом
всей тенденции, которые сейчас развиваются, я думаю, рублю укрепиться все-таки не дадут. Возможно, я ошибаюсь. И я вот в этом вопросе сейчас даже хотел бы ошибаться. Потому что если будут сказаны те слова, которые наименее вероятны, они в дальнейшем будут иметь наибольший позитив и для курса рубля, и для российской экономики. Ну и в целом для жизни. Ну а пока здесь ставка до обеда на боковик, я думаю, это наиболее вероятно, а там выход, судя по всему, выход будет наверх, но мне бы хотелось, чтобы он был вниз на укрепление рубля. Но мне кажется, большинство людей понимает, почему такой ход мысли. Так, друзья, далее евро-доллар. Здесь вот интересная ситуация. Евро приспустили, это 4-часовой таймфрейм. И сейчас как раз вот решается судьба, будет, не будет пробитие 1,2010. Если такого пробития не будет, евро сейчас соберется силами и отскочит на 1,2080. Если здесь развивается пробитие, то у нас цель движения будет находиться на 1,1980. Вот сюда вот. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Сейчас, судя по всему, будет тестирование на пробой 142 100, 141 500, вот этого диапазона. Если этот диапазон устоит, то нас сегодня ожидает отскок. Цель отскока 145 тысяч. Пока мне в этот отскок особо не верится. Либо будет закрепление в этом диапазоне, либо отсюда движение. Цель его по тесте 139 500. И дальше либо отбиться, либо двигаться дальше вниз. Ситуация складывается таким образом, что все-таки есть высокая вероятность того, что пойдет движение вниз. Опять же, посмотрим, как будут развиваться события к 12 часам, но сейчас вот напрашивается такое решение. Так, друзья, далее Сбербанк. По Сбербанку у нас сейчас, судя по всему, предстоит тестирование уровня 286-285,5. Если будет на открытии пробой этого диапазона, то Сбер пойдет сначала на 282,5, потом, возможно, на 280-279,5. Здесь все условия созданы для того, чтобы это движение сейчас произошло. Вопрос только в том, удержится, не удержится уровень 286. Если он удержится, то это дает шансы на отскок 291,5, вот сюда вот. Но с учетом текущей ситуации, здесь все-таки более вероятно будет просадка и движение, возможно, на 280, а возможно даже и ниже. Так, друзья, далее Газпром. Ну, смотрите, по Газпрому 229 уровень устоял. Это есть good. Вот. Но сегодняшняя ситуация текущая, она может привести к тому, что пойдет пробитие вот этого значения 229-228,5. Если на сегодня такое пробитие происходит, то Газпром пойдет опять тестить 221. Если мы вот этот диапазон удерживаем, ниже него сегодня не идем, на фоне всего этого ужас-ужас, то высока вероятность того, что в этой ситуации отсутствие пробития диапазона мы сегодня или завтра отскочим на 235,5. У Газпрома достаточно сильная картина. Вопрос только в том, как текущая обстановка продавит, не продавит этот диапазон. Так, друзья, далее ГМК. У ГМК очень интересная картина сейчас, потому что уровень 25 тысяч он устоял. Раз он устоял, значит ГМК будет наиболее вероятно двигаться сегодня вот в этой консолидации к верхней границе 25 500. Если сейчас все-таки пойдет добитие уровня 24 950, то в этой ситуации мы увидим просадку и цель движения будет, ну тогда уже 24 300 и возможно даже пониже. Вот. Но в том случае, если будет короткий пробой и возврат выше значения 24 900, 950, то у нас здесь все это превращается в консолидацию, и мы сегодня-завтра будем болтаться в этом диапазоне. Друзья, в общем-то все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Успеха!